Привет! У тебя нестабильный первый слой и плавающий Z-offset? В этом видео ты узнаешь, что нужно сделать, чтобы получить хороший первый слой, печатать качественные и точные модели, а также посоветую, какие модификации лучше не делать, чтобы упростить себе жизнь. Модификация номер 1. Модификация номер 2. Модификация номер 5. Модификация номер 74. Я постарался собрать самые важные советы по настройке третьей кобры. И если вы не найдете ответ на ваш вопрос, то можете его задать в комментариях под видео или в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Под видео будут тайм-коды для удобного перехода на нужный вам момент. Я обычный пользователь. У меня есть небольшой опыт в области 3D-печати, но я не являюсь гуру. Я постараюсь все рассказать доступным для новичков языком. В этом видео будет затронута в основном механика принтера, но также очень большую роль играют правильные настройки слайсера. Если вы хотите увидеть ролик про подробную настройку слайсера для третьей кобры, напишите об этом в комментариях. Хотите, чтобы ваш первый слой из такого превратился в такой или в такой? Я расскажу и покажу, что нужно настроить в принтере и какие моды установить, чтобы первый слой выглядел вот так. Принтер я купил за свои деньги, и к Anycubic я никакого отношения не имею. Надеюсь, что это видео вам поможет. Итак, начинаем. Для настройки принтера и установки модов нам потребуется электронный штангенциркуль. Если штангенциркуля не окажется под рукой, подойдет вот такой микрометр. Набор ключей шестигранников. Они идут в комплекте с принтером. Крестовая отвертка и пассатижи. Подшипник номер 608 для натяжителя ремня. Подшипник номер 625. 4 штучки для стола и 3 для головы. Винт М5 длиной 30 мм. Гайки М5 с пластиковым вкладышем и шайба М5. Винт М3 с потайной головкой длиной 30 мм. Шайба М3 и гайка М3. Пружина для стола длиной 15 мм, внешним диаметром 6 мм, внутренним 3. Шайба проставочная внутренним диаметром 5 мм, внешней 7 или 8, толщиной 0,1 мм. Алюминиевый или термоскотч, чтобы убрать ямы стола. Для начала нам нужно отрегулировать ролики колеса OpenBuilds, которые находятся слева и справа от портала X. Этот ролик на эксцентрике. И наша задача прижать ролик к балке так, чтобы его можно было с небольшим усилием прокрутить пальцами. Все ролики, а их там 6 штук, должны легко прокручиваться пальцами при минимальном усилии. Дальше нам нужно будет проверить, нет ли у портала отклонения по горизонту. Для этого нам нужно будет замерить расстояние от портала до рамы с левой и с правой стороны. С этой задачей нам поможет справиться штангенциркуль.
Отклонение по сторонам должно быть не больше 0,1 мм. Чем меньше, тем лучше. Если разброс больше 0,1, то ослабляете 2 стопорных болтика на правом осевом винте и, прокручивая осевой винт рукой, настраиваете опускание или поднятие правой стороны портала, тем самым добиваясь идеальной регулировки. Не забудьте обратно затянуть 2 стопорных болтика. Теперь нам осталось проверить стол на наличие люфтов. Посмотрите, присутствует ли у вас люфт при перемещении стола по направляющим вперед-назад. Покачайте стол по диагонали, влево-вправо. Для примера, на моем столе присутствует небольшой люфт, потому что проставочные шайбы были сделаны из бумаги. И сейчас мы будем это исправлять. Модификации будут поделены на 4 условные группы. Начальные моды, которые не требуют денежных затрат. Моды первой категории, которые рекомендуются к установке. Моды второй категории, которые полезно сделать, но не обязательно. И третья категория. Это моды, которые могут как открыть новые возможности принтера, так и повредить его. Эти моды устанавливать только на свой страх и риск. В этом видео мы их затрагивать не будем. Самый простейший мод, который можно сделать, это фильтр пыли. Выбирайте любую модель, которая больше вам понравится. Чем меньше пыли попадет в хотенд, тем меньше вероятность, что он забьется. Следующим шагом мы улучшим охлаждение хотенда, подрезав силиконовый носок. Вот так должен выглядеть хотенд после модификации. Нужно проверить натяжение ремня по оси Z. Если ремень расслаблен, то нужно будет напечатать натяжитель ремня. Есть несколько вариантов. Я себе выбрал с подшипником. Но вариант с нулевыми затратами, без подшипника, тоже годится. После установки нужно проверить натяжение ремня. Насколько равномерно натянут с обеих сторон и не перетянут ли. В этой категории находятся моды перевода стола на пружины, а также мод на устранение люфтов путем добавления дополнительных подшипников. Для этого мода нам потребуется электронный штангенциркуль или микрометр, набор ключей из комплекта, отвертка и пассатижи. Также нам потребуются подшипники 625,
болты М5 30 мм, шайбы и гайки М5, болты с потайной головкой М3 30 мм, шайбы и гайки М3, проставочные шайбы, пружины и алюминиевый или термоскотч. В скобках указано количество деталей вместе с модом головы. Пока мы еще не разобрали принтер, нам нужно на нем напечатать держатель для микрометра. Его STL-модель вы найдете в телеграм-канале. И барашки. Вот такие барашки. Не забудьте снять резиновые проставки, чтобы не потерять их. Так выглядит узел с подшипниками в сборе. После затяжки люфт подшипника должен уйти, но при этом оба подшипника должны свободно вращаться, без заеданий. Небольшой лайфхак. Открутите натяжитель оси Y, так вам проще будет установить кровать обратно. Не забудьте установить резиновые проставки, которые мы снимали ранее, а также натянуть ремень оси Y. Теперь подготовим стол к установке пружин. Устанавливаем болт М3, на него шайбу и затягиваем гайку. Это проделываем для 4 отверстий в столе. Так должен выглядеть узел в сборе. Оставьте зазор в 2-3 мм между столом и резиновыми проставками. Далее нам нужно включить принтер и поставить прогрев стола на 70 градусов. После этого отправляем все оси домой.
Засекаем 10 минут и идем делать чай. Стол хорошенько прогрелся в течение 10 минут. Отправляем голову повыше, чтобы можно было легко прикрепить микрометр или в моем случае штангенциркуль для проведения измерений. Сейчас нужно будет нажать кнопку разблокировки моторов, чтобы они не мешали нам перемещать голову и стол вручную. Сначала обнуляем значение на вашем измерительном приборе. После этого мы перемещаем щуп по 4 точкам, которые находятся над винтами стола, и записываем показания. Далее мы переводим щуп в точку с самым низким значением. Это будет наша начальная точка, на которой мы будем ориентироваться. На ней обнуляем показания прибора. Проезжаем несколько раз по 4 точкам, регулируя стол барашками. Если измеряемое значение с минусом, то нужно закрутить барашек по часовой стрелке. Если значение с плюсом, то открутить против часовой. Эту операцию нужно делать до тех пор, пока разница в значениях между точками не станет меньше 0,1 мм. После того, как мы добились необходимого результата, снимаем наше измерительное приспособление и устанавливаем панель головы на свое место. Теперь мы можем провести бэд-левелинг, или построение карты стола. У меня это займет достаточно долгое время, потому что на моем принтере строится карта 15 на 15 точек, вместо стандартной 5 на 5. К этим модификациям как раз относятся изменение алгоритма построения карты стола и увеличение количества точек. Вы должны точно понимать, зачем вам нужно получение доступа к АДБ, и перед тем, как приступать к действиям, сначала взвесить все «за» и «против». Возможно, качество печати после проделанных выше шагов вас уже более чем устроит. В этом видео, как я уже говорил, я не буду затрагивать такие моды, но вы можете найти руководство по открытию доступа к АДБ на моей странице Boosty. Ссылка в описании.
В этой категории находятся два мода. Это устранение люфта в голове принтера путем добавления подшипников и устранение ям стола с помощью термоскотча. Обе операции несложные. Подшипники ставятся точно по такому же принципу, как мы делали это в кровати стола. Чтобы устранить ямы, нам нужно напечатать первый слой на весь стол. После этого мы снимаем пластину PEI и, ориентируясь на места, где образовалась гармошка, проклеиваем кусочки скотча на магнитную подложку. Потом снова печатаем первый слой и проделываем операцию заново, если потребуется. Толщина термоскотча примерно 0,1 мм. А сейчас будут самые важные советы для владельцев Anycubic Cobra 3. Во-первых, всегда перед печатью прогревайте стол до 70 градусов в течение 7-10 минут. После 10-минутного прогрева стол практически перестает деформироваться. Это скажется на вашей печати только лучшим образом. Ни при каких условиях не меняйте Z-Offset в меню принтера при печати. Если нужно подкорректировать высоту сопла, то делайте это в слайсере. Если вдруг вы поменяли значение офсета и сохранили его в настройках принтера, и после этого при каждой печати значение начало плавать или расти, то вам нужно сделать полный сброс принтера до заводских настроек. Возможно, это нужно будет проделать 2-3 раза, так как у некоторых пользователей только после этого обнулялась информация в памяти принтера. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Там можно задать вопрос и оперативно получить на него ответ. Или самому поделиться опытом. Во время начала печати проверяйте значение Z-Offset, которое выставляет принтер. После того, как принтер пройдет автокалибровку в центре, в настройках можно будет посмотреть значение офсета. После начала печати принтер добавит к нему 0,04. Нормальное значение, которое должен выдавать принтер, примерно 0,07 и 0,11. То есть в момент печати это будет 0,11 и 0,15 соответственно. Если значения отличаются, то возможно где-то остался люфт. Спасибо за просмотр, и я желаю вам мирного 3D неба над головой. Я хочу выразить благодарность Иннокентию за начальный импульс к мотивации записи данного видео, человеку с ником www или BBB за некоторые инструкции, а также другим владельцам и энтузиастам, кто ищет и находит решение исправления косяков этого принтера. Буду очень рад, если ты подпишешься на канал, поставишь лайк или дизлайк и оставишь комментарий. Всего хорошего.